День 1621. Алекс на связи. Конечно, если делать умный дом в частном доме, то это, конечно, все равно у нас дом это уже некоторые богатства, особенно если это в городе. И можно позвать интеграторы, которые за много денег сделают полноценное решение. Но, конечно, на американском рынке это все-таки дом более дешевый, они там у них дома у всех. И автоматизировать будет дорого, поэтому многие делают своими силами. Но, в принципе, сами оборудования, которые используются, они очень уникальны. И, в принципе, даже если смотреть какие-то каналы, то непонятно, что можно будет из этого выбрать. Есть некоторые решения, например, там Xiaomi или Aqara, они тоже присутствуют на рынке американском и, в принципе, их тоже используют. Но в основном для управления используются более местные всякие решения. Если смотреть европейский рынок, то там, конечно, уже больше он похож на наш. И разные устройства, больше это китайские устройства или Туя, тоже постоянно там популярно. Поэтому, в принципе, довольно интересно понимать, как там делаются умные дома уже в таких частных домах. Конечно, можно на этапе еще строительства предусмотреть очень многие вещи, которые потом будут использоваться уже в жизни. Но если какие-то умный дом не был предусмотрен сразу, то есть не были сделана там проводка специально, не были специальные устройства сделаны, то, конечно, можно это и сделать уже после того, как ремонт закончен. Например, можно, конечно, установить, допустим, для охраны какую-то охранную систему специальную, но можно, в принципе, все заменить обычными датчиками движения или открытия окон и дверей, и их установить уже после того, как ремонт сделан, как стройка завершена. И, в принципе, это тоже будет работать неплохо. Конечно, там никого эта система может не вызвать, если, допустим, интернет был отключен. Но если предусматривать разные способы связи, то даже в этом случае тоже можно какую-то информацию передавать будет о том, что кто-то появился или какое-то движение обнаружено. А можно просто делать, конечно, там мощные окна за много денег, ну или просто заменить датчиком открытия этого окна. Для контроля движения и присутствия людей можно также еще и устанавливать веб-камеры. Их можно, в принципе, установить и, допустим, внутри дома и просто через, допустим, окно направить на улицу. Сейчас камеры, они работают неплохо, они даже в темноте практически очень хорошую картинку дают и цветную. И поэтому, конечно, не обязательно прямо покупать дорогую камеру, которая будет стоять на улице и там всепогодная. То есть можно, в принципе, обойтись более дешевыми решениями. И такая камера, она тоже будет защищена в некотором роде от того, что ее могут просто украсть, потому что она внутри дома будет находиться. Но единственный там минус, что инфракрасный сигнал, конечно, не будет проходить, и камеры не смогут эту подсветку сделать инфракрасную. Но, в принципе, есть разные датчики движения, недорогие, которые можно установить. Или даже датчик присутствия, он, в принципе, берет достаточно далеко, и можно его тоже направить на улицу, или там через окно, или через стену, и он будет улавливать движение, но если движение обнаружено, то включать какую-нибудь подсветку дополнительную, уличную, и тогда камера будет хорошо различать, кто пришел там или кто ходит. Конечно, многие устройства, которые используются для, например, там, обогрева, там, счетчики газа или счетчики электроэнергии, они могут иметь от производителя приложения, и можно в них смотреть разные показания. Но в основном эти системы, конечно, не интегрируются с умным домом, то есть невозможно будет на основании этих параметров какие-то делать сценарии или что-то автоматизировать.
Поэтому всегда интересней предусмотреть какой-то другой счетчик альтернативный. Например, если это счетчик воды, то можно, в принципе, поставить дополнительно. Ну, конечно, в домах там может быть и своя вода, но все равно, например, можно поставить счетчик, который будет измерять расход воды альтернативный и, в принципе, уже эту информацию использовать в умном доме. То есть, также счетчик электроэнергии, то есть можно поставить на вход счетчик электричества, расхода электроэнергии, но эти счетчики бывают и Wi-Fi, и Zigbee, в принципе, и они тогда будут передавать в систему умного дома расход, что не потребуется как-то подключаться к счетчику, установленный на входе на территорию, то есть который энергокомпания была предоставила или там установила. Также счетчики бывают и трехфазные, то есть они позволят считать и электроэнергию учитывать, и даже если на входе сделано 3 фазы. Также в доме может быть полезным защита от протечек, потому что протечка она может быть и не только в квартире, и что-то может пострадать от этого, она может быть и в доме. И можно устанавливать разные датчики протечек. Они, в принципе, есть и беспроводные, есть и проводные с отдельным модулем беспроводным. То есть, в принципе, очень много разных вариантов. И дальше тоже там можно передавать это для управления либо в систему умного дома, либо сделать напрямую для управления краном, который будет перекрывать подачу воды. Конечно, оба решения возможны, но все-таки более универсальные решения, которые работают через систему умного дома, они будут поудобнее в плане того, что можно будет потом какие-то еще сценарии делать на основании этих датчиков. То есть не просто там есть охранная система с датчиками движения, открытия, а эти датчики не интегрированы в систему умного дома, и нужно будет ставить свои уже датчики движения и датчики открытия, которые будут именно информацию в систему умного дома передавать. Конечно, на основании этих датчиков можно будет делать разные сценарии, там, отслеживать присутствие людей в доме, можно будет управлять обогревом или охлаждением, в умном доме освещением можно будет управлять. То есть, фактически, конечно, можно, чтобы под каждую отдельную систему были свои датчики, свои устройства, а можно делать более универсально, и это, наверное, будет удобнее. Но может сказаться, конечно, на надежности этих решений. Ну и с точки зрения связи, конечно, разные могут использоваться технологии. То есть это может использоваться и Wi-Fi. В принципе, в частных домах Wi-Fi не сильно зашумлен, и, в принципе, больших проблем не будет с этим связано. Wi-Fi это в основном, конечно, проводные устройства. Очень мало беспроводных устройств, работающих по Wi-Fi, потому что все равно батарейки будут садиться и нужно будет их менять. Но зато через Wi-Fi это быстрый трафик, то есть это можно полноценно, например, там, если это веб-камера, то она будет передавать на нормальный поток. Другие решения, они, конечно, так не могут. Допустим, Zigbee не может передавать вообще большие потоки данных. Есть еще разные другие форматы, например, Z-Wave, но его практически у нас не используют, потому что это и дорого, и устройств продажи у нас не так много, ну и большого смысла создавать две разных сети, конечно, нету. Ну и также еще можно использовать беспроводную частоту, беспроводные устройства на частоте 433 МГц. Это, в принципе, удобно, и многие охранные системы, они тоже используют такие датчики. Ну, там может быть частота, допустим, 315 МГц, но если частота какая-то будет единая у всех датчиков, то можно будет это тоже обрабатывать в умном доме, например, разные пульты использовать на частоте одинаковой, или даже датчики открытия дверей и окон тоже бывает на частоте 433 МГц. И, в принципе, это все можно будет обрабатывать
в умном доме и, соответственно, делать разные сценарии автоматизации. Ну, конечно, есть еще много разных решений интересных для того, чтобы автоматизировать ворота, двери входные. Это можно автоматически открывать либо по приближению автомобиля или через приложения отдельные или по каким-то другим параметрам. Ну и также можно еще и отслеживать, кто пришел, и, соответственно, тоже это использовать в сценариях.